Приветствую вас, друзья! Приветствую на своем канале, посвященном винтажной аудиотехнике. И сегодня я вам рассказать хочу про любовь с первого взгляда. Я свои многие экземпляры, аппараты покупаю у одного человека, у Михаила из Минска, у которого золотые руки. И я уже, приезжая, покупая аппарат, вижу, что у него следующее будет на профилактике, на ремонте, как он будет восстанавливать их. Я их вижу часто до того, как к ним еще притронулись руки мастера. И вот, увидев этот аппарат у него, еще не готовый, я просто влюбился. Я увидел и вот решил, он должен быть мой. Я честно скажу, что с Hitachi у меня не было как-то связано много. Да, я видел эти аппараты, да, использовал, но вот чтобы такого взрыва не было. Но этот аппарат меня поразил. Он меня поразил вот своим дизайном. И понимая, что он выпущен еще в 1979 году, какие здесь использованы технологии, интересные, наверное, и самые передовые на то время. Да, конечно, должен представить, это Hitachi TRK 8180W. Он выпускался в 1979 году первоначально в двух вариантах. Это W, как у нас, и E. Индекс E, аппарат был немножко в другом оформлении, я сейчас вам покажу. Я скопировал здесь фотографии, секундочку. Отличался он только внешним оформлением. Честно скажу, я для того, чтобы вам эту информацию любую преподнести, я перелопачиваю очень много интернета. И по этому аппарату была большая сложность. Фотографий достаточно много, но текста почти нету. А про версию W вообще никакой информации текстовой нету, только фотографии. Пришлось просто, что называется, визуально сравнивать, в чем же отличие. И сейчас я продемонстрирую версию E, в котором вы увидите, я наконец-то вижу, что у него черные вот здесь грили, и здесь черные, покрашенный в черный цвет. При том, что кнопки все такие же, совершенно такие же, функции все те же. То есть ничем не отличается. То есть внешним видом E был с черными грилями. Ну, как по мне, конечно, мне кажется, вот этот аппарат интересней. Видно вам или нет, вот здесь она отделка под цвет, под бронзу. То есть видно, что это такая красочка, которая нанесена на эти алюминиевые грили. Спереди вот такая полосочка отполированная, и она блестит хромом, но этот все сделано под бронзу. Даже здесь крышка кассетоприемника тоже такая желтоватая. Это она не от желтоватая, не от времени, она действительно такого бронзового благородного цвета. Дальше этот аппарат в 1981 году модернизировался и был выпущен в версии EM. Тогда все аппараты начинали было снабжать функцией для использования с пленкой металл. Корпус стал полностью светлый, такой серебристый, грили светлые. Видимо, тогда мода такое диктовала. И самое главное, естественно, он уже мог воспроизводить и записывать пленку металл. Также этот аппарат был очень популярный, и в интернете я вот нашел исполнение этот же аппарат, только под маркой Columbia. Видите, Columbia. Немножко другие надписи, но видно, что это тот же самый Hitachi TRK 8180. Ну что ж, сказать про сам аппарат.
Сам аппарат достаточно тяжелый, 7,5 килограмм весит. Вот я поставлю кассету, чтобы вы поняли, насколько он крупный. Он достаточно крупный. Вы видите, там стоит вон Sharp 800, какой он высоты, Sharp 575, который реально очень высокий аппарат. Видите, он даже ниже его. Что он имеет на борту, так сказать? Естественно, подключаются наушники, 16-сантиметровые динамики, стандартно для тех времен, для магнитол, 5-сантиметровые твиттеры, полноценные твиттеры, динамики полноценные, не пищалочки, индикаторы стрелочные, прекрасные, которые сейчас, вот мода на них. Уже, что интересно, есть, медленно открывается кассета, вот, допустим, 79-го года Sharp 330 или 91, в нем вываливается еще кассета. Подключается микрофон для микширования, для караоке, есть уровень микрофона, а также здесь есть электронный индикатор, который служит для поиска композиций по паузам. До 9 композиций можно выбрать вперед, отмотать или назад. Для того, чтобы увидеть его сверху, потому что шкала приемника у него сверху, я сейчас поднесу и покажу поближе, вы уж потерпите, немножко потрясет. Что у нас есть здесь? Вы видите, полностью алюминиевая накладка, полностью алюминиевые переключатели все. Сделано дорого, материалы по тем временам дорогие. Шкала приемника 88-108, у нас европейская модель. Также имеется индикатор, который показывает настройку на радио и уровень зарядки батарей. Есть подсветка. 3 лампочки, обычные белые, люминесцентные лампочки. Переключается между приемником радиоприемника, также здесь линейный вход есть, вот таким переключателем. Кстати, как работает, вы слышите? Также, кстати, работает и переключатель диапазонов. Приятные щелчки такие винтажные. Что мы здесь имеем по органам управления? Естественно, настройка ручного уровня записи. Само по себе переключатель ручной уровень или автоматический. Тип пленки Normal Chrome. Функция AFC, то есть APC по-нашему, подстройка частоты. Mono Stereo White. Кнопочка Rec Mute. Очень интересные, вы посмотрите, какие кнопки управления. Они такие двухслойные. Здесь светлые, сверху темные. При этом для поиска по паузам надо нажимать 2 сразу. Одну, если при воспроизведении нажать одну, будет подмотка. А 2 сразу будет поиск по паузам. В шарпах наоборот. Баланс. Низкие частоты. Высокие частоты, громкость, функция loudness, 2 антенны. Мы потом попозже посмотрим его сзади. Также забыл вам показать, есть на передней панели 2 микрофона встроенных. И по тем временам он, наверное, может все, что мог аппарат на 79 год. Давайте его включим, посмотрим, как он работает. Начнем с магнитолы. Другую кассету поставлю вам. Что-нибудь, чтобы нас не забанили, как всегда.
Звук очень достойный. Я честно скажу, звучит он неплохо. Вот качественная запись, хороший звук. Ну, вам, конечно, не передастся, но посмотрите сами. Таким образом работает поиск. Не будем время тратить, слушать, долго отматывать. Перемотка стандартная. Воспроизведение. Прекрасный, как по мне, аппарат. Мне кажется, что он такой, как... Странно, что я раньше о нем не знал. Недооцененный такой, наверное. Сейчас мы сложим антенночки, я вам покажу его с обратной стороны. На боковышках ничего нету. Сзади все достаточно просто. Отсек для батарей. Что интересно, посмотрите, крышки как делают. Отдельные кнопочки здесь вставлены. Не просто гнется, а отдельно вставлены кнопочки. Дополнительные антенны можно подключить, дополнительный микрофон можно подключить, линейный вход-выход, а также разъемы для подключения дополнительной акустики. В принципе, здесь больше ничего нету. Сейчас я вам покажу, как выглядит его планочка. Сейчас, извините. Немножко потрясет вот так. То есть японский аппарат с японским родословной. В принципе, все, что я хотел вам, наверное, рассказать об этом аппарате. И коротко и интересно. Ну, конечно, еще раз хочу сказать, что этот аппарат, он действительно... Ну, просто очень красивый в интерьере. Это просто шедевр. Я, честно говоря, когда увидел, я вот подумал, он может стоять, даже не включаться. Потому что как он выглядит, как богато он выглядит. Это столько... Здесь надо было потратить металла, хрома, чтобы вот сделать такой шедевр. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Буду радовать вас новыми видео. До свидания.